Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Рахмет. Дорогие друзья, с вашего позволения, я хочу поделиться мыслями. Точнее, рассказать одну историю. Когда мне было 15 лет, я со своим дядей, с лучшим другом моего отца, делали аранжировку на одну песню, которую я сейчас с удовольствием исполняю на всех концертах и в Казахстане, и в Азии, в Европе, в Америке. И я об этом не очень сильно мечтал. Я мечтал о том, чтобы вот с этой песней меня узнавали, чтобы эту песню на моих концертах не в Казахстане только люди подпевали и пели вместе со мной. И эта песня называется «Дай Дидау». Мы теперь должны хоть какой-то кусочек вместе спеть. Постараемся? Точно? Спасибо вам за ваше гостеприимство. Спасибо. Я от солнца рожден, я пылаю, как он, предан солнцу душой. Узких глаз моих взор, искрометен и скор, я любуюсь собой. На земле одинок, лишь огонь только Бог. Снежным пламенем слит, он целуя, палит, усмехнется и вон. Взбудоражив, смутив, уберет всех с пути, его имя огонь. Так зовут и меня, я поклонник огня. Композиция «Дай Дидау» имеет большое значение для Димаша Кудайбергена. Она занимает особое место в репертуаре артиста. Песня долгое время считалась народной. Однако, изучив творчество Макжана Жумабаева, ученые-филологи сделали заключение, что автором «Дай Дидау» является Макжан. Казахско-советский писатель, поэт, публицист, педагог, философ, один из основателей новой казахской литературы. Современники Макжана сравнивали его с Пушкиным. Родился поэт в 1893 году, а уже в марте 1938 года был расстрелян как враг народа. Прожил поэт тяжелую и короткую жизнь, за эти годы создал много интересных произведений, но, увы, не все сохранилось до наших дней. Поэмы и стихи, написанные до первого ареста и ссылки в Сибирь в 1929 году, которая продлилась 10 лет, сохранились до наших дней. О произведениях, написанных во время ссылки, ничего не известно, поэтому ученые предположили, что песня «Дай Дидау» была написана в этот период времени. Композиция была посвящена жене, которая по домыслу поэта и, конечно же, наговору, который дошел до Макжана, не дождалась его и вышла замуж за другого. Он писал в тюрьме ей письма и стихи, думая, что Зулейха его не дождется. В это время она полгода жила в России, прося о свидании с мужем, а письма, которые писала, просто не доходили. Зулейха добилась освобождения Макжана, который смог вернуться домой на 3 года раньше положенного срока. Но счастье их было недолгим, в скором времени поэта расстреляли. Уходя навсегда из дома, арестованный поэт уже у двери сказал жене: «Я не прощаюсь».
Ты знаешь сама, никакого преступления я не совершал. Зулейха посвятила всю оставшуюся жизнь восстановлению справедливости и памяти о нем, а прожила она почти 100 лет и донесла до нас не только память о своем любимом, но и его поэзию. Зулейха 20 лет до реабилитации хранила на чердаке труды Макжана Жумабаева. Макжан был дважды реабилитирован. Первый раз при жизни, второй раз это произошло 8 июля 1960 года. Решением военного трибунала Туркестанского военного округа Макжан Жумабаев был реабилитирован посмертно, благодаря своей любимой жене, которая все эти годы обивала пороги, доказывая невиновность супруга. В 30-е годы 20 века в репертуаре Казахского государственного музыкального театра была музыкальная пьеса Беймбета Майлина «Жалбыр». В пьесу были включены казахские народные песни в обработке композитора Евгения Брусиловского. Одной из этих песен была «Дыди Дау». По понятным причинам, автор песни умалчивался. Позже Брусиловский написал оперу «Жалбыр». Что касается происхождения названия песни «Дыди Дау», есть предположение, что в начале песни называлась «Дедым Айдай Ау», что в переводе означает «О, луналикая, тебе мое слово». По непонятным причинам название песни превратилось в «Дыди Дау», которое в казахском языке не переводится. Поэтому есть мнение, что это ласкательное имя жены поэта. Существует еще одно предположение, что автор песни «Дыди Дау» Сегыс Сире, акын XIX века. Настоящее имя Мухаммедканапия Бахрамулы Шакшаков, а Макжан Жумабаев был просто в числе собирателей этих песен. Как уже было сказано, одной из самых любимых своих казахских песен Димаш Кудайберген всегда называет «Дыди Дау». Ее считают казахской визиткой артиста. Песня прочно вошла в репертуар Димаша, каждый раз исполнение которой выходит у него по-разному. Презентацией композиции «Дыди Дау» для широкой публики стал 2015 год на международном фестивале «Славянский базар», где Димаш завоевал гран-при. Ее исполнением певец открыл миру красоту и глубину казахской музыки. Когда он пел эту песню на родном языке, то чувственно передал заложенный в ней глубокий смысл любви и трагедии как автора, так и трагедию своего народа, подвергавшегося репрессиям 30-х годов 20 века. Когда Димаш поет «Дыди Дау», его голос проникает во все уголки сердца, и это волшебно. С этой композицией талантливый конкурсант из Казахстана познакомил китайскую публику в 7-м туре конкурса I Am Singer в 2017 году. Исполнение сопровождалось инструментальным ансамблем из 7 дамбристов, что добавило национального колорита. Казахская песня «Дыди Дау» в исполнении Димаша вызвала восторг китайской публики. Прежде чем исполнить «Дыди Дау», я сыграл «Кюй Курмангазы», «Адай». Это был специальный сюрприз моему народу, всем поклонникам. Публика выразила почтение и уважение звуку казахского кюя. Это была моя цель, рассказал Димаш Кудайберген в своем посте в Instagram. На следующий год национальная композиция нашла горячие отклики у публики лондонского концерта. 2 сольных московских концертов стала любима. Девушка Кларис из Франции стала учить казахский язык, поразившись красотой звучания композиции, исполняемой Димашем. Зная, как песня дорога кумиру, свою признательность и любовь к творчеству Димаша, Кларис выразила пением «Дыди Дау» на казахском языке. Пианист из Сингапура Джереми Вонг также записал кавер-версию на песню «Дыди Дау» после того, как услышал исполнение своего кумира во время участия в китайском телешоу «Сингер». Под видео, которое в YouTube выложил Джереми Вонг, пользователи оставляют комментарии. Вы мастерски охватили суть и мощь песни казахского фольклора. Спасибо за все, что вы сделали для всех поклонников Димаша. Большое восхищение еще одной поклонницы из Бельгии – это Юлия Эйр. Меня зовут Юлия, я живу в Бельгии, и я поклонница Димаша, написано на странице Юлии в Instagram. Она ведет канал, поет песни на казахском языке, который успешно учит. Юлия, спасибо большое за очередной шедевр. Как проникновенно вы спели эту очень сложную по драматургии песню.
Как невероятно прочувствовали каждую нотку, это дорогого стоит. Отдельное спасибо за создание образа и монтажа песни. Это большой кропотливый труд. Не перестаю вами восхищаться, пишут восторженные комментарии под видео с песней «Дай Дай», которую Юлия сама спела. Ссылка на ее канал будет в описании под видео. Нельзя оставить без внимания и Томми Линду. Это молодой перуанский певец и автор песен. Я прошу прощения за ошибки в тексте. Я фанат Димаша в Перу, и это моя первая дань ему, пишет перуанский поклонник. Какой же ты умничка, талантливый. Молодец. Большое спасибо. Счастья и успехов тебе. Браво. Это большая мечта была у Димаша Кудайбергена, чтобы Дайдида узнал весь мир. Ты исполнил его мечту. С любовью из Казахстана. Оставляют комментарии под видео с песней Дайдидао, трепетно исполненный Томми Линду. Это еще небольшой список всех поклонников, которых песня «Дайдидао», исполненная Димашем, сподвигла не только на собственное исполнение песни на казахском языке, но и дала стимул на изучение родного языка Димаша Кудайбергена. Думаю, заветная мечта артиста сбывается, и пусть это будет маленьким по сути, но большим по масштабу подарком для нашего кумира на день рождения, который наступит 24 мая. Своим творчеством Димаш возродил в века не только песню, но и самобытный казахский язык, а это многого стоит.
Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.